Когда слышишь очередной анонс встречи Путина и Трампа, очень сложно избавиться от чувства неловкости за всех участников. Все-таки перед нами повторение одних и тех же действий в расчете на разный результат. Мы, естественно, не перестаем надеяться, но не ждем от этой потенциальной встречи никакого результата, даже номинального. Единственная тема, на которую можно попробовать порассуждать, изменилось ли что-то за эти 2 месяца, прошедшие с переговоров на Аляске. Есть ли хоть какие-то основания для надежды? Единственная задача, которую может ставить наш сегодняшний разговор, это не пытаться вам сказать, что у происходящего вдруг появился смысл, которого не было раньше. Мы и сами не верим, что рандеву Путина с Трампом имеют какую-то повышенную важность. Можно остановить войну, где обе стороны хотят мира, просто каждый на своих условиях. Но нельзя остановить войну, когда для одной из сторон, в данном случае для Путина, важен процесс, когда ему важна война сама по себе. Интереснее всего тут поговорить о динамике. Где Путин был в августе, а где оказался в октябре? Ведь его положение довольно заметно ухудшилось. Перед тем, как начнем. 27 сентября состоялся 4-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала, более чем в 60 городах по всему миру. Следующий раунд запланирован на субботу, 25 октября. Если вы хотите прийти на встречу, загляните на сайт и посмотрите, запланирована ли она в вашем городе. Если пока нет, вы можете организовать ее сами. Для этого оставьте заявку на сайте. С вами свяжется организатор, обсудит детали, и мы разместим информацию о вашей встрече на сайте, чтобы к вам смогли присоединиться другие зрители моего канала. Напомню, что встречи не проводятся в России, Беларуси и Украине. Во всех остальных странах проект работает. Ссылка на сайт в описании. А теперь к ролику. Последние события, в общем, подтверждают гипотезу, которую мы высказывали еще весной. Мы говорили, глобально Путину нравится держать американского президента в подвешенном состоянии. Ничего ему не давать, но постоянно подогревать его призрачную надежду, стать главным миротворцем и закончить огромную войну, не позволять этой надежде умереть окончательно. Трамп явно разворачивается в сторону поддержки Украины. На горизонте маячат томагавки. Снова начинаются разговоры о новой личной встрече. В этом деле даже назревает какой-то ритм. Первый этап скорого мира был в середине февраля, потом в середине мая, в августе, а теперь вот в октябре. Межсервисный интервал Дональда Трампа в представлении Владимира Путина 2 месяца. Раз в 2 месяца нужно ниточку, на которой висит надежда, обслуживать и чуть-чуть укреплять. Еще, как мы теперь знаем, то, что было скорее шуткой, всеобщее предположение, будто Путин Трампу в Анкоридже рассказывал о Рюрике и Ярославе Мудром, оказалось правдой. Действительно, ровно это и рассказывал. Получается, таким образом, 2 противоречащих друг другу мотивации. С одной стороны, Путин явно старается поддерживать в Трампе огонек надежды, а с другой не упускает возможности над ним поиздеваться и в очередной раз выставить идиотом. Более или менее рациональные мотивы сталкиваются с непреодолимой потребностью в развлечениях. Мы не знаем, произойдет встреча в Венгрии или не произойдет. Заявлена она пока очень неконкретно. Предполагается, что сначала пройдет встреча на высшем уровне, где с одной стороны будет государственный секретарь Марко Рубио, а с другой, надо думать, тоже сопоставимый чиновник, по крайней мере уж точно не Мединский. Видимо, Лавров. Предполагается, что они там о чем-то предварительно договорятся. И вот тогда будет подготовлена встреча между Трампом и Путиным. Никакой реальной даты у этой встречи нет. Речь идет о чем-то типа в течение 2 недель. Встреча эта пройдет не абы где. Да, Венгрия Орбана более чем лояльна Путину, но находится она в центре Европы. Даже маршрут пролета требует отдельного согласования. Пускать или не пускать Путина в свое воздушное пространство, согласовывать или не согласовывать ему запасные аэродромы – все это будет отдельным политическим решением для каждого правительства. Далеко не везде это будет легко сделать, даже при условии давления со стороны Штатов. Пока же нет никаких дат, никаких маршрутов, и перспектива встречи просто подвешена в воздухе. А главное, собственно, непонятно, что такого Путин сказал Трампу в этом 2-часовом телефонном разговоре, что заставило того думать, будто на этот раз его не кинут. Непонятно, когда они встретятся и встретятся ли. Тем более непонятно, о чем там будут разговаривать. Все, что мы можем, посмотреть, как изменились позиции сторон. Так что давайте и попробуем. Владимир Путин явно не смог продемонстрировать Дональду Трампу то, что собирался продемонстрировать. Никак не продвинулась вперед задача забрать силой те регионы, которые он требовал на переговорах.
Или вообще хоть что-нибудь значимое забрать силой. Продолжаются изматывающие позиционные бои. С точки зрения линии фронта абсолютно ничего не изменилось. Путин принял себе федеральный бюджет на 3 года войны вперед. Больше нет никаких экивоков, никаких планов по сокращению военных расходов, даже в гипотетической и отдаленной перспективе. Бюджет говорит прямо: будем воевать без конца. В тратах на оборонку, а траты – это самый честный способ выражать свои планы, тоже ничего не изменилось за минувшие 2 месяца. С другой стороны, именно на это время выпало всеобщее осознание: у Путина гораздо меньше финансовых возможностей, чем казалось. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. В 2024 году Бали принял 6,3 миллиона туристов, почти на 20% больше, чем в предыдущем году. И турпоток продолжает расти. Спрос на аренду там высок круглый год. Если вам это интересно, присмотритесь к проектам Break Property, партнера Marriott и лучшего девелопера на Бали по версии XQZ. Проекты компании были отмечены премией International Property Awards 2025. В портфеле компании 20 проектов, 16 из которых уже сданы. И сейчас вы можете приобрести недвижимость в 2 проектах Break Property. Первый – Elysium в Чангу. Там сейчас продаются апартаменты в шаговой доступности от океана и с собственными бассейнами. На территории есть парки, рестораны, коворкинги, фитнес, спа, йога, прогулочная дорожка у реки. С верхних уровней виден океан и рисовые поля. Стартовая цена апартаментов от $99 тысяч. Гарантия на постройке до 20 лет. Страхование Цюрих действует уже на этапе строительства и после сдачи. Есть рассрочка на 2,5 года без переплат. Доходность с похожих объектов в 2024 году была около 14%. Второй проект Эдем 2 в Нуса-Дуа, одном из самых престижных и спокойных районов. На территории приватные бассейны, зеленые сады, панорамы на океан. До пляжа 5 минут на байке. Рядом гольф-клуб мирового уровня и 5-звездочный резорт. Виллы в подобных проектах в прошлые годы, по сообщению компании, приносили 12-16% годовых в валюте. Вы можете такую виллу приобрести и тоже в рассрочку. Управляющая компания Break возьмет на себя сдачу в аренду, сервис и отчетность. По промокоду CATS вы получите 6 месяцев бесплатного управления от компании Break, что сэкономит до 18% комиссии и даст максимальный доход с первых месяцев. Переходите по ссылке в описании или пользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить заявку на сайте и получить подробные каталоги. Если вы собираетесь инвестировать в такую недвижимость, обратите внимание, это высокорискованные инвестиции. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы обсуждали изменения в переговорных позициях за последние 2 месяца. Именно на это время выпало всеобщее осознание, что у Путина гораздо меньше денег, чем казалось. Когда вы закладывали в бюджет дефицит в 1,1 триллиона рублей, а в конце сентября 4-й раз за год его исправляете, доводя до 5,7 триллионов, это не выглядит как ситуация, которая находится под контролем. В этом году не было пандемии, падения нефтяных цен в несколько раз, мирового финансового кризиса. Вообще ничего не случилось, что можно было бы признать форс-мажором. Ничего, что не было известно Минфину в начале года. Ничего, что может хоть как-то оправдать утрату контроля над бюджетным дефицитом. А рост дефицита в 5 раз, иначе как утраты контроля не назовешь. Единственное объяснение этому такое. Российская экономика к 4-му году войны накопила столько проблем, что они начали бесконтрольно нарастать, как снежный ком. Внезапно оказалось, что долгов накоплено море, прибыль падает, потребление сокращается, а обязательства быстро растут. Причем, судя по всему, если мы говорим именно об отличии ситуации в октябре и в августе, все это действительно стало абсолютным сюрпризом для российского правительства. Мы видим, в какой лихорадке оно ищет какую-то копеечку. То вводит НДС для малого бизнеса, то повышает утильсбор, то собирается свернуть башку самозанятым, то бегает со штрафами и изъятиями, превращая силовиков в фискалов, то отменяет налоговые льготы. Мы понимаем, осознание реального масштаба проблем приходит именно сейчас. Именно сейчас правительство постепенно осознает, что речь не идет о долгосрочном планировании. Нужно чем-то закрывать дыры. С военной точки зрения тоже есть перемены. Один за другим регионы, причем очень важные с точки зрения поставки людей на войну, в первую очередь Татарстан, эти регионы принялись снижать единовременные премии за подписание контрактов. Причем снижать не на проценты или десятки процентов, а в разы.
Регионы, которые были лидерами по суммам выплат, которые платили больше 2, иногда под 3 миллиона, одним днем срезают все до 400-500 тысяч рублей. И при этом даже за прежний масштаб выплат поток людей падал. Можно сделать вывод: с региональными бюджетами, которым не обещают увеличения дотаций, которые рискуют остаться один на один со своими долгами, действительно все скверно. Они больше не могут покупать людей в прежнем масштабе. Итак, за 2 месяца с точки зрения планов Путина не изменилось ничего. Он собирается воевать бесконечно долго. С точки зрения его возможностей изменилось многое. Проблемы накапливаются весьма быстрым темпом. Вряд ли Путину есть дело до собственных возможностей. Он публично отрицает проблему и отказывается считать бюджетный дефицит неуправляемым. Он живет в мире, где у других еще больше. Поэтому такие показатели для него едва ли аргумент. Что изменилось в позиции Трампа? Он с пугающей откровенностью признает: стартовавший в феврале и шедший до конца августа мирный процесс оказался полной ерундой и не достиг вообще ничего. У нас был ролик о некомпетентности Стива Уиткофа. И когда Трамп стал рассуждать о том же, о длинном и бессмысленном разговоре Уиткофа с российской стороной, сложилось впечатление, будто он нас пересказывает. Прямым последствием унижения на Аляске стало возобновление поставки разведывательных данных Украине для ударов вглубь России. Хамство было воспринято именно как хамство. У Путина получилось вновь поглумиться над Трампом, но не получилось его обмануть. Нынешняя встреча готовится уже немного иначе. Если Аляску подготовили за считанные дни, и кроме ковровых дорожек и воздушного парада, видимо, ничего не предусмотрели в принципе, рассчитывая на добрую волю Путина, то теперь предполагается какая-то предварительная встреча с участием Рубио, на которой, похоже, ожидаются гарантии, что Трамп получит нечто материальное, а не новую лекцию об истории непростых взаимоотношений варягов со славянами. Насколько это можно считать переменой? Насколько сложнее в этот раз будет Путину набрехать с 3 короба, пообещать конец войны, а потом просто скататься в центр Евросоюза и НАТО за счет Трампа? Ну, это вопрос. Непонятно. Трамп за минувшие 2 месяца радикально изменил позицию относительно поставок Украине вооружений. Стало ясно, что задушив союзника, на которого напали, отсутствием поставок, войну не закончишь. Томагавки не являются каким-то ультимативным оружием, которое изменит все. Они глобально ничего не изменят. Но Трамп, в принципе, впервые заговорил о расширении номенклатуры вооружений. Рычаг ли это давление на Путина? Сомнительно. Вокруг себя Путин давно построил непроницаемую систему ПВО. Лично ему, его резиденциям никакие томагавки не угрожают. А НПЗ взрываются, нефтебазы горят, военные заводы взлетают на воздух безо всяких томагавков. Что мы про Путина точно знаем, так это то, что он до предела переживает за собственную физическую безопасность. Война бы давно закончилась, если бы можно было с ним торговаться относительно безопасности страны в целом, если бы ему было хоть какое-то дело до обстрелов российской инфраструктуры. Поэтому угроза вооружения Украины хоть томагавками, хоть чем-то еще, не то, что можно считать изменением переговорных позиций. Трамп сегодня встретился с Владимиром Зеленским. Пока мы знаем предварительные позиции сторон. Позиции Трампа исходят из того, что Путин хочет закончить войну. Мягко говоря, не очень понятно, на чем это основано. В целом, у нас пока нет особо ничего. Мы не сможем, основываясь на фактах, а не на желаниях, сказать: в августе было так, а в октябре стало сяк. Понятно, почему Путин тянет время. Ему нравится сам процесс. Он уже побывал на Аляске, а сейчас усилиями Трампа может побывать в самом центре европейского НАТО, пролететь над странами, которые, по идее, не должны его пускать. Круто? Круто. И весело. Не сомневаемся, если такая возможность появится, Путин ею воспользуется. Веру же в перспективы такой встречи основывать просто не на чем на данный момент, к большому сожалению. Хуже не станет, и то ладно. До завтра.